Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. В этом мастер-классе мы с вами свяжем пинетки-сапожки, связанные они из полухлопка. И у этих пинеток двойная подошва, чтобы ножки малыша было уютно и тепло. Застежка у меня на липучке. В принципе, можно сделать здесь дырочку для пуговицы и пришить пуговицу. И будет у нас застегиваться на пуговичку. Смотрите. Секрет этих пинеток в том, что если не вязать язычок, то у нас получается полноценная туфелька. И вот такие клевые туфельки можно связать в данном мастер-классе также. Если хотите сапожки, вяжем язычок. Если хотите туфельку, не вяжем язычок. Все очень легко и просто. Итак, вязать пинетки я буду из пряжи Gazal Baby Cotton XL. Состав пряжи 50% акрил, 50% хлопок. В 50 граммах 105 метров. Рекомендуется вязать крючком 3-4 миллиметра. Я буду вязать крючком 3,5 миллиметра. Как я уже говорила, что пинетка у нас с двойной подошвой, поэтому для одной пинетки нам нужно связать две подошвы. Одну я связала, вторую тоже связала, но ниточку не отрезала. Между подошвами я еще положу фетр. Итак, переворачиваем изнанкой к изнанке подошвы, складываем их вместе и сейчас будем их соединять по кругу. Итак, давайте будем соединять. Складываем ровненько друг к другу изнаночной стороной. И смотрите, там, где у нас вот два столбика в одну петлю провязаны, ну, вот с этой петельки начинаем вязать. Протягиваем петлю. Подтягиваем. Так. И начинаем соединять. В каждую петлю от одной и другой подошвы мы заводим крючок и протягиваем, вяжем соединительный столбик. Ни одной петли мы не пропускаем. И вот так вяжем по кругу. Я пока буду вязать соединительные столбики без фетра. Потом, когда довяжу, вот что у нас получается. Потом, когда довяжу приблизительно вот до этого места, потом сюда в кармашек я вставлю фетр. Вот так. Итак, вот смотрите, я немного соединила подошву. Теперь в этот кармашек буду вставлять фетр. Нужно его хорошо распределить по подошве, чтобы он ровненько лег. Так. Вставили, а теперь дальше продолжаем соединять подошвы. Вяжем соединительные столбики. И так вяжем полностью до конца ряда. Соединила я две подошвы вместе и отрезала нить, спрятала ее вовнутрь подошвы.
И смотрите, там, где у нас идет косичка, это будет лицевая сторона. Там, где косички нету, это будет изнаночная сторона. Сейчас мы будем вязать вверх изнаночной стороной. Итак, для начала нам нужно отсчитать на нашем мыске. Смотрите, находим середину. Вот эта средняя петелька будет, которую мы пока что не будем в счет брать. То есть от этой петли, ее мы не считаем, отсчитываем 10 петель. 10. Ставим сюда маркер. Маркер — это у меня ниточка. Итак, то есть смотрите, мы от средней петельки отсчитываем в одну и в другую сторону по 10 петель. И всего получается 21 петля. Там мы будем вязать столбики с накидом. Итак, вяжем от середины пятки. Будем вязать за одну стенку петли. Протягиваем нить. Набираем 2 воздушные петли. И дальше вяжем столбики без накида за одну стенку петли, которая у нас кверху, ближе к верху находится. И так вяжем столбики без накида до нашего маркера. От маркера потом будем вязать 21 столбик с накидом. Ниточку прячем по ходу вязания, чтобы не торчала она. И давайте провяжем самостоятельно до маркера. Довязали до маркера. Маркер можно уже достать, он нам не нужен. И сейчас мы будем вязать 21 столбик с накидом. Делаем накид и вяжем столбик с накидом. Провязали и так дальше. Я думаю, вы сами уже умеете вязать столбики с накидом. Поэтому давайте провяжем самостоятельно 21 столбик с накидом. Итак, провязала я 21 столбик с накидом. Вот что у нас получается. Дальше мы будем вязать столбики без накида. Также за одну стенку петли. И давайте провяжем до конца ряда. До конца ряда я довязала, осталось сделать соединительную петлю. Соединительную петлю вяжем во вторую воздушную петлю подъема. Провязали. Дальше набираем для второго ряда 2 воздушные петли и будем также вязать столбики без накида до того места, где мы начинали вязать столбики с накидом, то есть вот до этой петли. С этой петельки потом мы будем вязать узор. Довязала я до столбиков с накидом. И смотрите, дальше мы будем вязать рельефные лицевые и изнаночные столбики. Делаем накид и заводим крючок так, как бы обнимая сам столбик с накидом, не за петлю, а вот таким образом. Протягиваем рабочую нить и вяжем как столбик с накидом через 2 петли и через оставшиеся 2. Это мы провязали лицевой рельефный столбик. Дальше будем вязать лицевой изнаночный столбик. Также делаем накид, заводим крючок с изнаночной стороны, также как бы обнимая сам столбик с накидом первого ряда.
Вот таким образом. Захватываем рабочую нить и вяжем, как обычный, столбик с накидом через 2 петли и через оставшиеся 2. Это лицевой, простите, изнаночный рельефный столбик. Дальше снова вяжем лицевой рельефный столбик, также как бы обнимая крючком столбик первого ряда. И вяжем, как столбик с накидом. И через оставшиеся 2. Дальше изнаночный рельефный столбик с накидом. С изнаночной стороны заводим крючок, как бы обнимая столбик с накидом первого ряда. Протягиваем рабочую нить и вяжем, как обычный, столбик с накидом. И дальше лицевой рельефный столбик. То есть здесь мы чередуем лицевой рельефный столбик, изнаночный рельефный столбик. И всего у нас получится 21 рельефных лицевых и изнаночных столбиков. Столько же, сколько столбиков с накидом в первом ряду. И так мы будем вязать до того места, где у нас начинаются уже столбики без накида. Давайте провяжем. Провязала я до конца рельефные столбики. Смотрите обязательно, чтобы в начале и в конце узора были лицевые рельефные столбики. Для этого на нашем мысе нужно набирать всегда нечетное количество петель. Дальше продолжаем вязать столбики без накида до конца ряда. И давайте провяжем самостоятельно. Довязала я до конца ряда и сделала соединительный столбик во вторую воздушную петлю подъема. Дальше вяжем третий ряд. Набираем 2 воздушные петли и будем вязать столбики без накида до нашего узора. Но смотрите, здесь до узора мы будем не довязывать 2 петли, а здесь мы будем делать одно убавление в начале узора и после узора также будем делать убавление. И давайте провяжем, оставляя 2 петельки. Итак, я провязала, сейчас мы будем делать убавление. Убавление я буду делать таким образом. Заводим крючок под одну стенку петли, ближнюю, и под вторую одну стенку петли. Протягиваем через них рабочую нить и вяжем как столбик без накида. Убавление сделали. Смотрите, дальше вяжем также лицевые рельефные столбики, лицевые и изнаночные рельефные столбики с накидом. Делаем накид, заводим крючок под лицевой рельефный столбик и вяжем как столбик с накидом. Здесь уже хорошо видно, где лицевой, где изнаночный столбик, и вязать проще. Далее накид, делаем изнаночный рельефный столбик с накидом. Провязали. Дальше снова накид лицевой. Здесь также чередуем, и всего у нас должно получиться 21 столбик. Изнаночный рельефный столбик. Лицевой рельефный столбик. Изнаночный. И давайте провяжем самостоятельно. Здесь будем делать убавление. Итак, я провязала рельефные столбики. Дальше мы будем делать убавление также за ближнюю стенку петли. Заводим крючок за одну и за вторую стенку. И вяжем как столбик без накида. Убавление сделали. Дальше вяжем столбики без накида до конца ряда.
Провязываем. Довязала я третий ряд до конца. Сейчас будем вязать четвертый ряд. Вяжем 2 воздушные петли и будем вязать столбики без накида. В четвертом ряду мы также будем делать убавление в начале узора, до узора, после узора, а также мы будем делать убавление в самом узоре. И сейчас провяжем самостоятельно до вот этих петелек. Итак, я довязала. Делаем убавление также за ближнюю стенку петли. Поднимаем одну, вторую стенку. Протягиваем через них рабочую нить и вяжем как столбик без накида. Дальше мы будем делать убавление в самом узоре. Делаем накид. Первый лицевой рельефный столбик мы вяжем как обычно. Провязали. А дальше мы будем делать убавление. Делаем накид, вяжем изнаночный рельефный столбик, но провязываем его не до конца, только всего лишь 2 петли. Провязали 2 петли, осталось на крючке. Дальше снова делаем накид и будем вязать лицевой рельефный столбик. Заводим крючок под лицевой рельефный столбик, протягиваем рабочую нить через 2 петли и через оставшиеся 3 петли. Убавление сделали. Дальше также делаем убавление, делаем накид, заводим крючок за изнаночный рельефный столбик, вяжем его не до конца, только 2 петли. 2 петли остаются на крючке. Дальше снова накид, заводим крючок за лицевой рельефный столбик, протягиваем через 2 петли и через 3 петельки. Убавление еще одно сделали. И дальше таким же образом делаем убавление до конца узора. Накид за лицевой рельефный столбик, провязываем 2 петли, провязываем 3 петли. И давайте провяжем самостоятельно. Итак, убавление я сделала. Вот что у нас получается. Дальше будем делать одно убавление столбиками без накида после узора. Заводим крючок за одну стенку петли, заводим крючок за вторую стенку петли другой петельки и вяжем как столбик без накида. И дальше до конца ряда мы будем вязать столбики без накида. Итак, сделая соединительный столбик, вторую воздушную петлю подъема. Начинаем вязать 5-й ряд. Делаем 2 воздушные петли и вяжем столбики без накида. Да, я не сказала, со 2 и дальше ряды мы будем вязать полностью за всю петлю. А то некоторые всегда спрашивают, за какую петлю нужно вязать. Где нужно вязать за одну только стенку, я говорю. Где я ничего не говорю, значит нужно вязать полностью за всю петлю. Здесь до узора мы будем делать снова убавление. Вот эти 2 петли. Узор будем провязывать без убавлений. И в конце узора также мы будем делать убавление. Итак, я довязала до убавления. Сейчас мы будем делать убавление за ближние стеночки 1 и 2 петли. Вяжем столбик без накида. Дальше, смотрите, мы будем вязать только лицевые рельефные столбики. Вяжем как столбик с накидом. Дальше накид и снова вяжем лицевой рельефный столбик.
изнаночных рельефных столбиков у нас уже здесь не будет. Изнаночные рельефные столбики мы не вяжем, так как мы их убавили в предыдущем ряду. Вот что у нас получается. С изнанки у нас получается здесь такая косичка. Ну, это так и должно быть. И так вяжем лицевые рельефные столбики с накидом до конца нашего узора. Довязала я до конца узора. Вот что получается. Дальше, после узора, мы будем делать одно убавление столбиком без накида. Заводим крючок за одну стеночку петли, заводим крючок за следующую одну стеночку следующей петли и делаем убавление. Дальше до конца ряда мы вяжем столбики без накида. Довязали 5-й ряд. Дальше будем вязать 6-й ряд. Делаем 2 воздушные петли подъема. Вяжем столбики без накида. Это уже будет последний ряд. Вяжем до 2 последних петель. Здесь мы будем делать убавление, так же как и делали. В самом узоре мы будем делать убавление, и в конце узора также будем делать убавление. Вяжем столбики без накида. Итак, я провязала. Дальше делаем убавление до узора. И сейчас мы будем делать убавление в самом узоре. Делаем накид, заводим крючок за лицевой рельефный столбик, провязываем только 2 петли, 2 петельки остаются на крючке. Дальше снова делаем накид, заводим крючок в следующий рельефный лицевой столбик, протягиваем ниточку, вяжем через 2 петельки и через оставшиеся 3. Убавление сделали. Дальше также за следующий лицевой рельефный столбик провязываем только 2 петли. 2 петли остались на крючке. Делаем накид и в следующий провязываем через 2 петли и через оставшиеся 3. И так мы вяжем до конца узора. Делаем убавление. Снова накид, следующий, через 2 петли и через оставшиеся 3. Провязываем. Смотрите, в самом узоре у нас остается один лицевой рельефный столбик. Мы его так и провязываем, просто лицевым рельефным столбиком с накидом. Так как у нас здесь получается нечетное количество столбиков. Дальше мы будем делать убавление в конце узора. После узора делаем убавление столбиком без накида. Дальше до конца ряда мы будем вязать столбики без накида. Довязала до конца 6-й ряд и отрезала нить. Дальше мы будем вязать язычок для пинетки. Кто будет вязать просто туфельку, язычок не вяжите. Итак, смотрите, у нас здесь 6 петелек от узора. Плюс мы добавим еще по одной по сторонам. И всего для язычка у нас получится 8 петель.
Первую и последнюю петлю мы будем вязать за заднюю стенку. Остальные будем вязать полностью за всю петлю. Так, протягиваем нить. Набираем 2 воздушные петли. 2 воздушные петли у нас считаются за 1 столбик без накида. Дальше вяжем полностью за всю петлю. Набирали мы только за дальнюю стенку петли. Дальше вяжем полностью за всю петлю. Столбики без накида. Последнюю петлю, 8-ю, мы будем вязать также за дальнюю стенку. Провязали. Разворачиваем вязание и вяжем в каждую петлю столбики без накида. Во втором ряду у нас получается 8 столбиков без накида. Петелька сильно туго провязана, неудобно вытягивать петельку. Так, вяжем до конца ряда. Провязываем последний 8-й столбик без накида во вторую воздушную петлю подъема. Второй ряд мы довязали. Дальше мы провяжем еще 5 рядов по 8 столбиков без накида. Всего получится 7 рядов. 8-й свяжем мы вместе. Итак, я провязала 7 рядов по 8 столбиков без накида. Сейчас мы будем вязать 8-й ряд. В первую петлю вяжем столбик без накида, во вторую вяжем также столбик без накида. Дальше мы будем вязать 4 полустолбика с накидом. Все 3 петли провязываем вместе. Делаем накид и все 3 петли провязываем вместе. Снова накид, 3 петли вместе. И последний. Довязали. Дальше вяжем 2 столбика без накида. Провязали. Делаем петельку и можно отрезать нить. Язычок у нас готов. Дальше мы будем вязать боковые стороны пинетки. Как помните, мы первую и последнюю петлю первого ряда в язычке вязали за дальнюю стенку петли. Здесь же наоборот. Первую и последнюю петлю первого ряда мы будем вязать за ближнюю стенку. Итак, набираем 2 воздушные петли. И дальше будем вязать столбики без накида. Следующие петли мы будем вязать уже полностью за всю петлю. Только первую и последнюю мы будем провязывать за ближнюю стенку петли. Вяжем столбики без накида. Вяжем до середины пятки. В середине на пяточке мы будем делать одно убавление. Довязала я до середины пятки. Сейчас мы будем делать убавление. Убавление делаем так, как и делали. Одну стеночку одной петли, одну стеночку другой петли, протягиваем через них
ниточку и вяжем как столбик без накида. Дальше до конца ряда вяжем столбики без накида. Провязываем. Вот здесь вяжем за ближнюю стенку. Итак, я почти довязала, осталась одна петелька, точнее одна стеночка ближняя от петли. Провязываем столбик без накида за ближнюю стенку. Разворачиваем вязание и второй ряд будем полностью вязать столбиками без накида. С самой первой петли вяжем столбики без накида. Я довязала второй ряд. Не забывайте провязывать последний столбик во вторую воздушную петлю подъема. Дальше в третьем ряду мы будем делать одно убавление в начале и в конце ряда. Вот таким образом. Убавление сделали. Дальше вяжем столбики без накида до середины пятки. В середине пятки мы также будем делать убавление. Довязала до середины пятки. Здесь будем делать убавление так, как и делали за одну ближнюю стенку одной петли и за одну ближнюю стенку другой петли. И вяжем, как обычно, столбик без накида. Дальше до конца ряда вяжем столбики без накида. В конце этого ряда мы будем делать также убавление. Довязала я до конца ряда. Здесь будем делать убавление. Как вы заметили, в начале и в конце ряда мы делаем убавление по-другому. Заводим крючок в одну петлю, достаем ниточку, заводим крючок в другую петлю, достаем ниточку. 3 петельки на крючке, протягиваем через них рабочую нить. Убавление сделали. Разворачиваем вязание и будем вязать четвертый ряд. В четвертом ряду мы убавления делать не будем. Будем провязывать в каждую петлю столбики без накида. И давайте провяжем самостоятельно этот ряд. Довязала я до конца четвертый ряд. Сейчас будем вязать пятый ряд. А в начале и в конце пятого ряда мы будем также делать убавление. В середине пятки убавления делать не будем. Итак, заводим крючок в первую петлю, достаем нить. Заводим крючок во вторую петлю, достаем нить. И протягиваем рабочую нить через все 3 петельки. Убавления сделали. Дальше вяжем столбики без накида до конца ряда. В конце ряда оставляем 2 петли для убавления. Довязала я до конца ряда. Сейчас мы будем делать убавление. Также заводим крючок в одну петлю, достаем ниточку. Заводим крючок в другую петлю, достаем ниточку. И протягиваем рабочую нить через все 3 петли. Убавление сделали. Дальше делаем одну воздушную петлю. И смотрите здесь внимательно. Если вы вяжете пинетку для правой ножки, то вы продолжаете вязать вот эту застежку. Я сейчас вам покажу, как ее вязать. Вы набираете, вы вяжете столбики без накида. Смотрите, сколько рядов, столько вы вяжете столбиков без накида. То есть нам здесь нужно связать 4 столбика без накида для застежки. Значит, мы вяжем там, где у нас один ряд,
один столбик без накида. Видите, второй ряд, второй столбик без накида. Надеюсь, я понятно объясняю. Так, смотрите, где третий ряд, значит, в это место мы провязываем третий столбик без накида. И вот четвертый ряд. Провязываем четвертый столбик без накида. Нам всего нужно 4 столбика без накида. И вся наша застежка будет провязана, каждый ряд будет провязан из 4 столбиков без накида. Вот что у нас получилось. Разворачиваем вязание и с самой первой петли начинаем вязать 4 столбика без накида. 4. Разворачиваем вязание и вяжем дальше. Всего мы должны провязать 14 рядов по 4 столбика без накида. А дальше уже будем вязать с вами. Здесь я распускаю, потому что пинетку для правой ножки я уже связала. Здесь я буду отрезать ниточку. А также и вы, если вы вяжете пинетку для левой ножки, отрезаете нить и будем вязать уже с противоположной стороны. И здесь мы, смотрите, отсчитываем 4 ряда и будем начинать вязать вот с этого места. Чтобы у нас первый ряд был лицевой. Так, протягиваем нить. Набираем 2 воздушные петли. Мы будем их считать за один столбик без накида. И дальше вяжем столбики без накида. Нам осталось еще провязать 4 столбика без накида. Ниточку прячем по ходу вязания, которая у нас осталась. Здесь, конечно, неудобно вязать, потому что я люблю вязать туго. И крючок не хочет. Так, и последний столбик 4, петельку. Провязали. Дальше разворачиваем вязание и также будем вязать 14 рядов. То есть всего у нас здесь должно получиться 14 рядов по 4 столбика без накида. А дальше уже будем вязать вместе. Дальше разворачиваем вязание и снова вяжем 4 столбика без накида в каждую петлю. И давайте провяжем самостоятельно. Напомню, что всего у нас должно получиться 14 рядов по 4 столбика без накида. Итак, 14 рядов я провязала. В 15 ряду мы будем делать убавление. Заводим крючок в первую петлю, достаем ниточку. Заводим крючок во вторую петлю, достаем ниточку и провязываем через все 3 петли. Одно убавление сделали и дальше делаем еще одно убавление. Также заводим крючок, достаем ниточку, заводим крючок в следующую петлю, достаем ниточку и протягиваем через все 3 петли. Дальше разворачиваем вязание и вяжем 2 столбика без накида. 1 и 2. Дальше делаем петлю и отрезаем нить. Петельку эту мы спрячем. И у нас получится вот такая аккуратная застежка. Дальше нам нужно будет обвязать пинетку по кругу. Одна пинетка у меня уже готовая. Смотрите, обвязанная. Вторую нужно обвязать. Берем нить такого же цвета, как у нас подошва. Можно начинать, в принципе, с любого места. Она все равно идет по кругу обвязка. Как вы не начнете, будет аккуратно.
Делаю начальную петлю. Я буду начинать с вот этого места. Заводим крючок, достаем петельку. Дальше вяжем соединительные столбики. Здесь также ориентируйтесь на ряды, где нету петель. Сколько рядов, столько у нас должно получиться соединительных столбиков. Вяжем. Там, где у нас будут петли, вяжем в каждую петлю по одному соединительному столбику. Там, где у нас нету петелек, как вот сейчас, ориентируйтесь на ряды. И вяжем так по кругу. Итак, я обвязала верх пинетки по кругу. Вот так оно получается. И нам осталось пришить липучку. Липучку я пришиваю на машинке. Можно, в принципе, и вручную пришить их, но мне быстрее на машинке. Эту липучку я пришиваю вот сюда. Эту вот сюда на застежку. И давайте я все пришью и покажу, что в итоге получилось. И вот такие пинетки у нас получились. Мыс этих пинеток мне напоминает ракушку жемчужинкой. В нашем случае жемчужинки это будут ножки малыша. Для левой и правой ножки мы связали вот такие застежки на липучке. Мне кажется, будет удобно надевать малышу. Быстренько застегнул и можно идти гулять. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить пальчик вверх и подписываться на канал. Впереди еще много интересных мастер-классов. Также оставляйте комментарии. По возможности я стараюсь отвечать на каждый ваш комментарий. Всем желаю творческих успехов и до новой встречи в новом видео. Пока!